Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир. Пятница, 3 число июля. Максим Шевченко на связи прямо сейчас. Максим Леонардович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели канала Александра Шелеста. Очень здорово, что вы здесь, друзья. Это возможность, конечно же, пообщаться. У нас, как обычно, мы беседуем, а потом в финале сессия вопросов и ответов. Кстати, по поводу вопросов и ответов, это вам на канал Максима Шевченко. Тоже с регулярностью и, в общем-то, не теряем друг друга из вида. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайк, потому что это... такая функция техническая, но она помогает и заодно как бы вовлекает, да, новую аудиторию и, конечно, вас оставляет здесь вместе с нами. Вопросы задавать, как всегда, можно в клубе зрителей Шелеста, частное такое сообщество, абсолютно открыто. В сообществе YouTube есть уже наш анонс, люди традиционно оставляют вопросы. А также можно прямо в чате, но это будет в самом конце, поэтому сначала вопросы не пишите, они просто улетучатся, и мы их потом разве что в записи чата перемотаем, но не ответим. Лучше ответить на наш вопрос. Сегодня такой очень интересный. Я решил подготовить определенный заход, потому что геополитику будем обсуждать, конечно, да, и это действительно и день рождения Америки, и Трампа, и все, и, конечно же, прощание с Хаминеи обсудим, и как это все отразится, и куда это все, собственно, во что выльется, да, куда, собственно, направятся вот эти все, скажем так, стрелы конфликта. Но сегодня уникальный случай. На поле маркет какой-то непонятный товарищ с пустым аккаунтом в соцсети X поставил $400 тысяч на то, что Путин уйдет до конца года. Еще поставил, поменьше, конечно, $60 тысяч этот же аккаунт, что Крым до конца года вернется в Украину. В общем, вот такие какие-то непонятные ставки. Почему эта новость всех привлекла? Потому что все же помнят Трампа, да, с его Ираном, и как там люди, зная информацию, да, делали те или иные ставки. Поэтому тут очень интересно. И Трамп, Мадуро, понятно, то есть тут такие, как бы сразу у всех переполох случился. В связи с этим вопрос нашего сегодняшнего эфира. Если бы вам лично предложил кто-то поставить деньги, свои деньги, на уход в 26-м году кого-то из политиков, то кто бы это был? И варианты тут Путин, Зеленский, Трамп, или еще один вариант, я бы ставил, что все трое останутся. Давайте вот начнем наш эфир с этого, с определенного черного лебедя. Вот все же его ждут, да, что кто-то уйдет сам, или по воле судеб, или еще по каким-то причинам. А что это изменит? И если бы вы ставили деньги, Максим Леонардович, на что бы поставили? Я не ставил бы деньги, я не играю на деньги, это раз. Во-вторых, я не ставлю на такую ерунду, это два. Потому что это фикция, и это, на мой взгляд, конструкция, которая задумана просто в пиар-службах украинской пропаганды. Что я сказать, потому что это не имеет никаких аналогий с теми ставками на нефтяных рынках, которые были во время Иранской войны, которые делались за минуту, за 2 минуты до твита Трампа, который либо повышал, либо понижал рынки. В данном случае нас заставляют участвовать в конструкциях, которые соответствуют интересам пропагандистских ресурсов ЦИПСов, в данном случае одной из сторон. Поэтому что это обсуждать-то? Так дороговато как-то, 400 тысяч. Причем тут деньги? Потом, как можно на деньги мерить такие вещи? Политику на деньги? Мне кажется, это такое, Александр, простите, это такая примитивизация той трагедии, которая происходит. Огромная человеческая трагедия. Это такие какие-то мелко-местечковые еврейские какие-то, не хочу обижать, естественно, евреев, но в стиле такого, знаете, героев «Золотого теленка» подходы. Тут речь идет о том, что каждый день люди гибнут. Речь идет о эскалации, которая может привести к ядерной войне. А тут нам предлагают какие-то сотни тысяч, где-то кто-то ставит еще это обсуждать. Я думаю, что это должно быть за рамками нашего обсуждения, такие вещи. В любом случае, вы голосуйте, друзья, мы в конце подведем итоги. Интересно, что я получилось. Я в этом не участвую, я не голосую, я в подобных вещах никогда не принимаю участие. Я могу объяснить, почему я считаю, так или иначе будет по политическим раскладам. Но это все, эти деньги, это, знаете ли, превращение трагедии, войны, катастрофы, которые испытывает бывший советский народ, когда его внуки и правнуки бойцов Красной Армии должны убивать друг друга, а две республики, которые были фундаментом
Советского Союза и Красной Армии друг друга разрушают в борьбе за советское наследие, и вот это начать измерять деньгами, я просто как бы... Ну, Ну, так я, в все равно вы общем, же видите, что за это рамкой все... нахожусь, за рамками таких смыслов. Смотрите, вы же видите, что все к этому и сводится. Вот саммит будет в Анкаре, саммит стран НАТО. Но, правда, какие-то непонятные движения у Европы в связи с этим. 70 миллиардов на кону для Украины на войну в этом году и еще 70 в следующем. Но Туск выходит, говорит, должна Украина немножко попрощаться со своими фантомными болями историческими. Ну, в общем, немножко как бы, ну, сбить вот эту пену по поводу воинов УПА и всего остального. Как-то итальянцы говорят, что, ребята, а давайте как-то в общем коммюнике, это Блумберг написал буквально перед нашим эфиром, мы вживую сегодня, поэтому они пишут, что не могут прийти к согласию по поводу помощи Украине. Представляете? А также все было еще неделю назад радужно и едино. Даже целого Трампа переманили на свою сторону. Я имею в виду на сторону войны. А что у них происходит? Как вы это видите? Ну, дело в том, что Европейский Союз преследует свои цели. Это вообще не про деньги, а это про стратегическое будущее. Европейский Союз является воплощением давнего замысла европейского либерального масонства, ложи Великого Востока, которое еще в конце XIX века задумала создать на смену империям, монархиям Европы объединение национальных государств. У Владимира Ильича Ленина есть работа такая о лозунге «Соединенные Штаты Европы». И последовательно через Лигу наций, через Вторую мировую войну, через присмыкание перед США после Второй мировой войны, через раздел Европы европейские элиты, либеральные, клубные, масонские, как угодно называйте, это примерно одно и то же, шли к воплощению этой идеи. Эта идея сейчас максимально близка к своему воплощению. Единая Европа, Европейский Союз – это огромное пространство, населенное 300 миллионами, даже больше людей потенциально, контролирующая, никогда Европа не контролировала как единое целое такие территории, контролирующая полностью практически Балтийское море, Северное море, контролирующее все как бы пространство Северной Атлантики и в целом доминирующее в Средиземном море. Единственный, кто в Средиземном море может оппонировать Европейскому Союзу относительно, это Турция, Турецкая республика, которая не является членом Европейского Союза, и Турцию в Европейский Союз не брали на протяжении долгого времени. Более того, с Турцией у Европейского Союза или у Европейского Союза с современной Турцией Эрдогана есть фундаментальные разногласия, поскольку политические силы, которые правят в Турции, партия, значит, ак-партия, партия Эрдогана, их называют исламистами, как угодно это называйте, это как бы антитеза тому, чем является мировоззрение Великого Востока, чем является мировоззрение европейского либерального вот этого конструкта. Партия в Турции республиканская, которая соответствует идеям Европейского Союза, находится сейчас в ситуации разгрома просто. Ее лидеры арестованы, мэр Стамбула, мэр Анкары, мэр Измира – это были лидеры. Она просто находится под невероятным разгромом. И саммит в Турции, он решает очень серьезный вопрос для дальнейшего будущего Европы. Если Америка уходит из Европы, значит, Европа обретает ту как бы силу, которую у нее никогда не было. Никогда вот этот вот Великий Восток, который сконструировал Европу, никогда Европа не обладала такой силой. Во времена Наполеона она блокировалась там континентальной блокадой Англии и воевала там где-то с Россией или еще с кем-то. Во времена Гитлера, когда, это я вспоминаю момент, когда Европа была едина, она тоже вела там войны с превосходящими силами колониальных империй и Советского Союза, да. Значит, а сейчас Европа, в принципе, находится в наилучшей для себя исторической ситуации. Она огромна, она едина, она управляется в целом единым, ну, таким бюрократическим сообществом, которое скрывается под названием Еврокомиссии там, и так далее, которое за время украинского кризиса перехватило огромные рычаги управления. Фактически в Европе раздавлены инакомыслие. Орбана убрали
в Румынии растоптали возможность как бы появления, прихода к власти националистов. Так называемые протрампистские группы в Европе подвергаются маргинализации. Я считаю, что это вот инсценировка конфликта Джорджа Мелони с Трампом, когда она там оскорбилась на Трампа. Это все как бы инсценировка тоже абсолютно. То есть На самом деле неправда. Европа... Ну, инсценировка, что это? Ну, это спектакль. Ну, что, ну, мы всерьез, вот, понимаете, вот Джорджо Мелони, премьер-министр огромной, могучей, сильной страны Италии, Трамп президент США, да, или мы предположим, что они просто какие-то два таких дурачка, которые обмениваются публично, дурачок и дурочка, значит, с какими-то сам дурак, ты дурак. Или это... В чем смысл этого? Смысл был понятен в том, чтобы Мелони дистанцировалась от Трампа, потому что она воспринималась как аватар просто трампизма. И этот конфликт был нужен, чтобы она, Мелони, которая проигрывает, ее атакуют в Италии с правого фланга. Не слева, а с правого фланга. Там появилась новая партия, которая уже похожа на фашистскую партию старую, которую генерал отставной возглавляет, итальянец, который набирает там процент за процентом, 5-6% и так далее. И, в общем, этот конфликт был инициирован, чтобы она как бы разорвать ее имя, перестала ассоциироваться рядом с Трампом. Но не об этом речь. Короче, Европа, вот она стоит перед реальностью, что у нее сейчас есть потенциальная возможность создания европейского НАТО, то есть собственных европейских вооруженных сил. Есть вот украинская армия, в которой вложены огромные деньги, сотни миллиардов евро, десятки миллиардов, ну там огромные деньги вложены. Вот созданы технологические цепочки. Вот есть Зеленский, который ездит по всему миру и везде говорит, что мы являемся, что украинцы являются боевым авангардом Европейского Союза, что главный защитник Европейского Союза – это вот миллион там военнослужащих украинских, которые там готовы, владея современными технологиями, там, в общем, сражаться, бороться. Вот Европа обсуждает ядерное оружие. О своей готовности принять ядерное оружие объявляют Финляндия, объявляют Литва, объявляет Польша. Ядерное оружие в Европе может быть только одно – это французское ядерное оружие. Другого ядерного оружия на континенте европейском нету. Это Франция. Франция – это и есть Великий Восток. Франция – это и есть та самая группа элит, которая создавала Европейский Союз. Именно Французская республика. А Конституцию Европейского Союза писал Валерий Жескар д'Эстен, президент Франции и тоже лидер Великого Востока. У Европы есть, но у вот этой вот могучей консолидированной Европы, которая в целом, ну, там есть разные центры, там Британия, там интернационалистский клуб аристократический британский, он как бы действует по-своему, Скандинавия, Балтия и так далее, католическая церковь, но вот конструкт всего этого европейского пространства осуществляет Великий Восток. И Еврокомиссия, вот эти все Урсулы фон дер Ляйен там и так далее, это все туда же, понимаете, в эти структуры. Это не надо думать, что они там череп целуют, как там, понимаете, Пьер Безуху, когда его принимали в масонскую ложу Петербурга. Нет, это не так. Это вполне либеральные современные люди, которые просто имеют некий общий сознание, общий план и общее представление о том, каким должен быть рациональный и благоустроенный мир. И как в этом благоустроенном рациональном мире, в котором как бы существует европейский обыватель, буржуа там разного уровня, от высокого до среднего уровня, как бы вот как аккумулировать те огромные ресурсы, которыми обладает Европа. Перед этой Европой встает главная проблема. У нее не хватает ресурсов. У нее ресурсов не хватает. С Россией война, Россия заблокирована. Ближний Восток, он доступ на него перекрывается Израилем, который имеет конфликт, тем более с Европой, перекрывается тем, что даже после Иранской войны как вот это вот пространство делят США и Китай. Европы там нету практически. А это как бы очень важный регион, без которого европейцы не могут дальше двигаться. У них они задыхаются, у них не хватает энергии, у них не хватает энергоресурсов.
Они получали с Востока, из бывшего Советского Союза огромные потоки после 91 года особенно, до недавнего времени. Они получали с Ближнего Востока. И сейчас для Европы, которая проводит военную модернизацию, которая создает новые технологические цепочки, которая создает новые экономические кластеры, создание, как бы, возникновение новых типов вооружения, новых экономических реальностей, которая, в принципе, является очень сильным и потенциально таким пространством, имеющим перспективы бросить вызов там и США, и Китаю, если надо будет. И, в общем, это вовсе не маргинальное пространство, каким Европа казалась кому-то после Второй мировой войны, когда она была разгромлена и оккупирована. Да, поэтому саммит НАТО в Турции, понимаете, это не про Россию, а это про то, что Европа... Почему в Турции? Потому что Турция – это проблема. Турция – антагонист Европейского Союза при власти партии Эрдогана, но член НАТО. Но член НАТО какого? Американского НАТО. И если создавать европейское НАТО, то Турцию, как ее принимать в европейское НАТО? Тогда надо Турцию принимать в Европейский Союз. Но Турцию нельзя принять в Европейский Союз. Она туда как бы... Это и Турции невыгодно, во-первых. Она сразу многое там маржинальность, вот этого посредничества между Ближним Востоком и Европой, на которой Турция сейчас зарабатывает, она сразу исчезнет. Что если вас принимает Европейский Союз, вы должны жить по нормам, которые выписывают в Брюсселе бюрократы. Понимаете, уже вы не можете там, как говорится, самостоятельно заниматься бизнесом. Поэтому Турция – это проблема. Турция – это проблема. Турцию они хотят упаковать в определенные параметры, где турки являются типа таким младшим вассалом Европейского Союза. Потому что вопрос, если европейское НАТО создавать, а Турция входит в это НАТО, да, значит, Турция тогда должна переходить на европейские системы вооружения. Турция вооружена сейчас американскими системами в основном, понимаете? Если Турция не входит в европейское НАТО, а остается партнером США, а недаром Трамп постоянно как бы Эрдогану комплименты говорит. Он такой великий, он самый лучший, он самый умный и так далее. Турция является одним из крупнейших покупателей американского оружия, как и Израиль на Ближнем Востоке. Вот эти вопросы все будут обсуждаться в Анкаре. Чисто формально, конечно же, там будет доминировать тема, что делать с Россией. Но на самом деле я думаю, что этот вопрос как раз не является острым и не является главным. Потому что под предлогом российской угрозы, под предлогом того, что Россия якобы хочет напасть, теперь говорят, на Польшу из Калининградской области, атаковать Польшу. Причем там так говорят, американцы вбрасывают, что атакует Польшу, значит, Россия, но скажут, что это украинцы. То есть мы тогда с вами просто понимаем, что это легко могут сделать украинцы, которые уже с территории Польши взорвали северные потоки, правда? А потом скажут, это не мы, это россияне, например. То есть как бы дают сразу алиби украинским террористической группе, подобной той, которая взорвала северные потоки. Кстати, интересно, что перед этим саммитом в Анкаре в Германии арестован, уже как бы припровожден в тюрьму, да? Да, вот и официально обвинение. Да, как его, да. Киселев, по-моему, да, я не помню. Да, и это и четко, что он получал задание от власти украинской. Все, это... Вот. Ну, это пока еще как бы теоретические обвинения. Это пока еще он еще не дал таких показаний, но я думаю, что даст. Так или иначе, если останется в живых, если у него инфаркта там случайно не случится. Почему? Потому что это же важно понимать, это тоже имеет отношение к этому, ко всему, к тому, что происходит. Потому что взрыв северных потоков – это не взрыв российских северных потоков. Это уничтожение германского федерального имущества, в которое Германия вложила там миллиарды, сотни миллиардов долларов. И... главная тема, одна из главных тем, с которой к власти идет альтернатива для Германии, атакуя современную коалицию, это какого хрена вы, собственно говоря, все эти годы после взрыва северных потоков не делали ничего для того, чтобы наказать тех, кто совершил теракт такого масштаба против интересов Федеративной Республики Германии, против государственной собственности Германии.
Я думаю, что вот этот вот арест, его инициация, это на самом деле действие Мерца, чтобы как бы иметь такие превентивные возможности просто сказать, а я вот тоже, мол, там что-то делаю, да, потому что вопрос-то к нему в основном. Да, Вы же ничего не АДГ делали. давит Давид, конечно, идеологически. и первый ордер по взрыву северных потоков был выписан в земле Бранденбург, где АДГ находится у власти. Это примерно год назад, по-моему, было. Первые ордера следователи были выписаны. Сначала поляки, как мы помним, сказали, идите нахер, да? Мы никого не выдадим. Но так не получится. Поэтому Европа, на самом деле, она... Там не безумцы, там не слепые люди правят ей. Там люди, которые имеют долгосрочный стратегический план, они последовательно убирают шероховатости и последовательно создают единый вариант нового Рима. Вот каждый раз, когда Европа консолидируется, она все равно перед ней стоит миф Рима. Я помню такие журнал «Шпигель», я вот на немецком читаю достаточно свободно, выходил, когда вот был Европейский Союз презентован там, в начале 2000-х, да, Шпигель целые такие специальные выпуски посвятил. Типа от Римской империи до Европейского Союза. Они выстраивают это в единую такую историческую цепочку. Поэтому саммит НАТО – это в Анкаре важный момент, но он направлен, на мой взгляд, больше на южный фланг, туда, где европейцы проигрывают. На Ближний Восток, в Малую Азию. Недаром Урсула фон дер Ляйен летала в Баку, летала в Ереван сейчас, в Баку. Она раньше Азербайджан европейцы тиранией называли и всячески давили на Азербайджан, понимаете? А сейчас начинают заискивать перед Азербайджаном. Почему? Потому что они понимают, что и Южный Кавказ, и Турция, и Малая Азия, и Иран, который сейчас вот Иран, если будут восстанавливать, да, там договорятся американцы с Ираном сепаратно. Вопрос, а кто там будет зарабатывать на восстановлении Ирана? 300 миллиардов называется гипотетическая сумма. А европейцев там пока не предполагается. Да. Ну, смотрите, мы сейчас поговорим о Ближнем Востоке. Это там, правда, очень интересно. Тем более, есть такая очень важная и такая нужная ремарка по поводу... Вот вы заговорили, ну, даете нам такой посыл в тему европейского НАТО. Ну, типа без Трампа, без США, без зонтика. Да, без США. А есть же еще и ближневосточное НАТО. А тут очень интересно. Вот мы давайте про Иран поговорим. Ну, тут бы я не стал сравнивать, потому что все-таки Европа, она обладает собственными параметрами. Она производит сама высокотехнологичное оборудование, а не покупает его. Европа производит чипы. Напомню, что даже тайваньские чипы Intel печатаются голландцами. Это голландская компания, по большому счету. Европа производит, сама имеет космическую группировку, французскую, и несколько стран Европы сами запускают, ну, Франция в первую очередь, да, космические, значит, корабли и, в общем, спутниковые группировки. Европа может совершенно спокойно пользоваться низкоорбитальными этими старлинками, да, что Украина, собственно, показывает. Ни одна страна на Ближнем Востоке не обладает собственными такими технологическими возможностями. Деньгами обладают, нефтью обладают, цивилизационными, очень интересными аспектами «Тысячи одной ночью» сказками обладают, но микрочипами, космическими группировками, да и ядерными бомбами, кроме Пакистана, никто там не обладает. Вы нам задали вот сегодня такой тон, что вот Европа, что там не просто какие-то одуревшие, обезумевшие, там действительно строители нового Рима находятся. Но вот я вот слушал, и в принципе вы так набрасывали аргументов, и я единственное, чего не понимаю, а как в построении вот этого нового, современного, технологичного, такого европейского, сильного европейского мира происходит то, что происходит сейчас в Украине. Ну вот непосредственно на земле, на территории, с войной и около войны, с жесточайшим концлагерем, которые гайки только прикручиваются, со страдающим населением
от того, что просто кто-то решил повысить и сместить фокус воздушной эскалации вот так, и теперь и в России дефицит бензина из-за ударов там по НПЗ и по логистике. Вот, пожалуйста, пол Украины сейчас тоже в очередях, там, от Чернигова и туда южнее, понад фронтом, вот так вот, да. Ну и, соответственно, так понимаем, что эта зона тоже будет расширяться, где люди заперты в концлагере, где вовсю обсуждается тема, сегодня на официальном уровне сообщили, а как вернуть возраста призывного мужчин украинцам, которые дали защиту, которых там вот приветили, помогли, как их вернуть назад в Украину? Зачем? Ну, вряд ли, чтобы они что-то отстраивали. Для войны же вернуть. Европейцам на это наплевать абсолютно. Для них это все бывшие советские территории. Советский Союз принес им такой страх, правящим элитам Европы в свое время, понимаете. Советский Союз их так унизил, когда разгромил в 1945 году, что они со скрытым злорадством смотрят на страдания двух самых могучих, еще раз говорю, в прошлом советских республик – Украины и России. Для европейцев это скифы убивают друг друга, понимаете, там готы и славяне, готы и гуны убивают друг друга. Ну, для них, для римлян, там, для жителей Римской империи это только хорошо. Что там, они подбрасывают дровишек в этот огонь, они подбрасывают оружие готам или гунам, да, они там занимают ту или иную, ну, в общем, разделяя и властвуя, это принцип Рима. То есть, я так понимаю, что Зеленский их полностью устраивает? Абсолютно, на 100% устраивает. Я считаю, это находка просто. Для них это находка. Это человек, который настолько увлечен собственной ролью там, великого политика и военачальника, как ему кажется, да, который как бы ухватил историю за яйца или там за хвост, как угодно, да, что это просто находка, это идеально. Слушайте, в Европе нет таких людей, как Зеленский. Европейские элиты – это прошедшие огромные университетские, потом разные там специальных подготовительных центров, такие машины по переработке мозгов и сердец, и душ. Это очень хладнокровные люди. Они лишены страстей. Они включают страсти во время предвыборных там каких-то процедур. Но выборы в Европе – это не то же самое, что выборы за пределами Европы. Европа – это отлаженная юридическая информационная машина такая социальная, где могут там коммунисты, например, вот в парламенте, как во Франции, допустим, иметь там 30 с чем-то процентов, понимаете? Но за пределами Европы, Европа совершенно в этом не нуждается. Она нуждается в том, чтобы там были такие авторитарные вожди, такие люди, которые ощущают собственную миссию. То есть те, кем легко манипулировать. Такими людьми легко манипулировать. Вот Макроном манипулировать практически невозможно, я думаю. Это человек, который был много лет секретарем философа Рикара, французского, очень такого сильного и известного философа, очень популярного в 60-е и 70-е годы, который писал там, по-моему, исследования о Платине, конфликт интерпретаций. Ну, такой интересный очень философ, на самом деле, современный. И, в общем, это человек, который прошел как вот эту вот систему подготовки и такого как бы лепки. Он вылеплен как такая политическая машина, да? А Зеленский – это актер, который туда попал и который наслаждается, он играет роль. Так человек, который играет роль, им легко управлять. Ему говори комплименты, ведь как управлять актером? Актерами управлять, у меня в жизни много было актеров. Я никогда не хотел управлять ими. Я просто знал, как понравится. Вот ты заходишь там в комнату, где актеры сидят, говорите: боже мой, ребята, вы просто гении, вы гении, ребята, вы настоящие. То, что вы показали на сцене, это невероятно. Все, ты лучший друг для них. Понимаете? Ой, ну вы же понимаете, что это вся... Вот так они им управляют. И еще деньги, и еще вот это. И, конечно, это все, это не смешно на самом деле. Это на фоне катастрофы, трагедии, понимаете, там и так далее. И
чем больше его не принимают всерьез, его надо очень всерьез принимать, потому что он, я думаю, уже пришел как бы надолго. Зеленский, вот как бы в этом пространстве, его уже так подняли до такого уровня, там король Англии с ним 2 раза в год встретился в прошлом году, к нему приезжает король Бернадотт, в него уже вложены такие деньги и такие ставки на него сделаны, понимаете, что даже если он вдруг подскользнется в ванной и там как-то там ударится головой там обо что-то, все равно он станет таким уже мифологической фигурой, как бы там, европейского, там, сражавшегося за европейский мир. Ну, в общем, европейцы, я считаю, к трагедии, нашей трагедии, ужасающей украинско-русской, русско-украинской, относятся с большим интересом и, в общем, достаточно хладнокровно. Так а с кем тогда договариваться? Вот сегодня была ситуация... Договариваться надо всегда с теми, с кем ты воюешь. С другими договариваться, что договариваться? Если ты вот... Ну вот о мире договариваются те, кто воюет между собой. Ну вот смотрите, те, сегодня... кто не воюет, договариваются о бизнесе. Вот, а те, кто воюет, договариваются о мире. Сегодня понимаете? Бизнесмены Кушнер и Витков, от их имени некий чиновник Нью-Йорк Таймс рассказал о том, что они могут и в Украину приехать, и в Россию, но пока не о чем говорить, ничего нового не происходит. Они постоянно на контакте не публичном, но, в общем-то, ничего. Но Трампу это не надо совершенно уже. Почему? Трампу тема России, потому что Трамп после встречи в Китае, после подписания в Китае вот этого соглашения с Си Цзиньпином, ну, после учреждения в Китае будущего цифрового мира, в котором США и Китай имеют ключевые такие пакеты акций, да, доминирующие, их уже это не особенно интересует. Они считают, что это европейское дело. И Трампа это вообще интересовало не с точки зрения гуманизма, а с точки зрения того, чтобы в обмен на некие миротворческие усилия получить некие российские активы, там, энергетические какие-то еще, которые бы как бы укрепили его семью и что-то еще в этом смысле. Ну, в общем, для него, я считаю, эта тема уже ушла. Европейцам, безусловно, надо выходить из этой ситуации, но Европа особенно не страдает от этой войны-то. У Европы-то никаких проблем вообще нету. Вообще никаких проблем у Европы нет. Ее не бомбят, ее не обстреливают. Не, подрывают, конечно, украинских бизнесменов в Монако. Ну, конечно, да, дроны залетают. Ну, это я не знаю, это вам виднее. По-моему, этот человек там, он занимался какими-то, как про него пишут, какие-то колл-центры у него были. Это его там. сын, да, сын колл-центра. Я не знаю, бизнесмен ли, можно ли считать бизнесменом человек, который занимается колл-центрами? Нет, но я и к тому, что, подождите, война все равно выплескивается на Европу. По подрывам, да нет, это все убийствам. ерунда, это подрывает, слушайте, а какой-то там сумасшедший психопат с ножом где-нибудь в Гамбурге бросается на людей. Всегда есть эксцессы. Война – это война. Война – это когда летят ракеты и беспилотники. Вот это война называется. Когда могут вашего брата или вашего отца взять, призвать, и он потом где-нибудь там будет гнить в земле там, через 2 недели, понимаете? В неизвестном, у безымянного поселка на неизвестной высоте. На безымянной высоте. Вот это война. А у Европы никакой войны нету. У Европы как бы она очень комфортна. Ну, есть какой-то кризис там. И там жалуются. Да даже цены на бензины, на самом деле, друзья рассказывают, да не так, чтобы сильно отличались. Европа себя вообще смотрит с большим, как бы чувствует себя с большим комфортом вот в этой во всей ситуации. Пусть и те, кто ее является историческим врагом, а мы всегда были историческим врагом Европы, мы жившие от нее на Востоке, мы, не римляне, мы наследники царства Аттилы, славяне, готы, понимаете, гунны, мы были их врагами. И вот их враги исторические друг друга убивают. Да что может быть комфортнее для них, понимаете? Ничего для них комфортнее быть не может. Потом они начнут там, а мы Даниилу Галицкому там корону папа подарил, там, это всегда была частью Европы, вот Даниил Романович там хотел там, то сё, а папа посвятил Украину пречистому сердцу Иисуса там в 2000 году или в каком там, в 2000, по-моему, папа там прилетал, этот поляк, да.
Значит, я это все видел и в Киеве, и во Львове, я помню. Там впечатляющее зрелище. Украина, витає Петра. Помню, там целыми полями на Западе пели там. Ну, Европа просто, как говорится, ну, это же разводка. Это разводка. На самом деле, они живут сейчас... Смотрите, я еще раз говорю. Они полностью взяли, подчинили себе Балтику и Северное море. Такого никогда не было. Чтобы это было их просто внутренним морем практически. Россия закрыта в Финском заливе, и Луга, которая обстреливается, бомбится, закрыта, танкеры перехватываются. Средиземное Черное море тоже они полностью как бы блокировали. В Средиземном море совершают пиратские акции по захвату танкеров, по захвату судов. Такого доминирования европейцы никогда не знали еще. У них голова сейчас должна кружиться от успехов, которые им, как бы, как им кажется, предстоят. Ну, а как будет на самом деле? Ну, вот я просто... На самом деле они хотят конференцию... Они хотят, чтобы еще русские и украинцы друг друга поубивали какое-то время, а потом они соберут конференцию по безопасности в Европе, куда пригласят представителей Москвы, Киева, где они там сядут, все эти фон дер Ляйены и так далее. Все будут говорить о том, что хватит, все, надо новое мышление, новое сознание и новые как бы экономические цепочки, финансовые цепочки. Нюрнбергов не будет, если кто-то об этом думает. Они хотят потом, как говорится, тихо, мирно истекших кровью Россию и Украину потом как бы включить в пространство своих интересов. А что, Украина 5 атомных электростанций, ну, сейчас 4 под контролем находятся с половиной, да? Всего на Украине же было там 6, ну, в общем, 5,5. Там, потому что Чернобыль половину, я считаю, там закрытая реакция. Значит, сейчас, значит, вот это же невероятно энергетическое. Вы что? Представляете, вот все эти десятки миллиардов, которые Украине выделяются, за них же придется как-то расплачиваться. Даже ленд-лиз на борьбу с нацизмом был не бесплатным. Советский Союз за него расплатился по итогу. И тут, а чем Украина будет расплачиваться? Вот атомная энергетика советская, построенная советскими людьми. Вот порты, значит, там Одесса, Херсон, Николаев, которые предполагаются там будут. Но в целом там есть чем. Очень даже, очень Украина, это очень богатый актив, очень серьезно. Смотрите, если... А главное, чужими руками ни французы, ни немцы не умирают. Ну, кроме наемников. Я просто, смотрите, я очень скептически отношусь к вашей фразе, что это очень ценный актив, потому что война-то его изрядно потрепала. Порты ну, атомные электростанции никто не трепет. Луцкая электростанция атомная, Чернобыльская даже, другие. Никто не бомбит атомные электростанции. Каждый там дрон упадет там в радиусе километра от атомной электростанции, там уже МАГАТЭ, как говорится, верещать начинает на весь мир. Очень даже берегут. А все остальное не жалко. Кому нужны там заводы, промышленные производства? Кому это надо все? Гидроузлы. Ну, гидроузлы они сохранили, наверное, с удовольствием, потому что им надо электричество гнать в Европу. Вот что Европе не будет хватать, это электричество. Дата-центры. Мы же приходим в эпоху искусственного интеллекта и больших дата-центров. Это все потребует большого расхода. Вот атомные электростанции Украины, это вот вам, пожалуйста, готовое электричество для дата-центров. Украине они не понадобятся. Ни заводы Украины, ни фабрики, они не останутся целыми. Это будут развалины. Вот Азовсталь – это как бы пример, да? А ну, куда-то эту огромную электроэнергию, которая создавалась для 3 военных округов – Одесского, Киевского, Прикарпатского, для промышленных зон Поднепровья, Донецко-Криворожского бассейна, которые Советский Союз создавал там усилиями всей страны, да, для там Криворожстали, для Южмаша, для Мотор-Сичи, для всего этого. Это же все, это были огромные просто пространства, которые создавали новые самолеты, новые ракеты, новые все. Это все не понадобится. Для производства военных разных объектов, типа там «Фламинго», такие атомные электростанции не нужны и беспилотников. Значит, это все будет дата-центры, это все будет перегоняться в Европу. Они даже хотели из Азербайджана, там есть на границе Азербайджана и Грузии электростанция, еще в советское время построена на мазуте.
Оттуда была тема кабель проложить из Азербайджана в Европейский Союз. И электроэнергию из Азербайджана продавать в Европейский Союз. Потому что Азербайджану не надо такого количества электроэнергии, как там, да? А тут у вас Украина, атомные, 5 атомных электростанций, да? Плюс Запорожская, которая как бы спорная. Это огромные ресурсы современного мира, огромные активы. Вы, Александр, просто недооцениваете. Ну, может, не туда смотрю, понимаете, потому что бились за эти редкоземы. Смотрите, как все заглохло. Ну, вот А редкоземы – это все разводка. Редкоземы – это вообще это мошенничество глобальное. Редкоземы – это китайцы, просто они начали... У меня вот на закрытом канале там замечательный геолог такой, исследователь, который вот один из лучших в нашем мире, он рассказал просто, что это, говорит, редкоземы, они есть везде. Вот у него товарищ в Калифорнии, он говорит, он его привозит, говорит, вот каньон, он полон редкоземами. Но мне начать их добывать, это, говорит, дороже, чем потом я их буду вот как бы вот извлекать. Их очень много редкоземов. Это не то, что их мало. Они просто рассыпаны везде. И китайцы просто начали это делать по совершенно примитивным технологиям там 30 лет назад. И это никто не делал, потому что никто это всерьез не воспринимал. И в итоге китайцы контролируют этот рынок. Какая Украина? Вы что? Ну, это как пример, да, я имею в виду, там не туда смотрим. Нет, не туда смотрите. Атомная энергетика Украины и желтые воды, урановые месторождения на территории Европы самые крупные. Это реальный актив. Вот это вот стоит больше, чем те затраты, которые они потратили на вооружение Украины и на войну между Украиной и Россией. Получить эти 5 атомных электростанций после войны для Европейского Союза, это же кто получит? Кто в Европе занимается атомной энергетикой? Франция. Все остальные, как дураки, перекрыли свои атомные электростанции. А французы развивали. Между прочим, когда в 2015 году, ведь до 2015 года у Росатома был контракт очень такой взаимовыгодный, значит, с этой вот украинской компанией, которая желтые воды разрабатывала. В 2015 году Порошенко этот контракт перекрыл зачем-то. И отдали французам. Сразу туда французы залезли, понимаете, в желтые воды. Мгновенно. Поэтому здесь то же самое будет. Это есть кому обслуживать эти атомные электростанции. Есть кому получать с них электроэнергию. А Максим это огромные Леонидович, деньги. Огромные деньги. смотрите, ну хорошо, про Да. цену вопроса, ну, мы как бы поговорили, но интересует же другой момент. Степень вот этой эскалации. Мы сейчас видим, как она растет. Удары наносятся очень болезненные. Каждый день погибшие, вот сегодня в Украине траур, 30 человек. 30 человек. Достали там 20. А Зеленский уже был там, на руинах, и рассказывает, что Путин его физически боится, чтобы договариваться. И вообще, говорит, А остров... когда белорусские дети погибли в автобусе, который ехал через Брянскую область, в Украине тоже траур объявляли? Ну, там дети, там дети В не Беларуси погибли. это вообще не участвует в войне. Там дети не погибли в после Беларуси. В гибели Беларуси погибла женщина беременная и получили ранения. Дети, вот та футбольная команда, которая ехала. А вот буквально вчера был атакован еще один рейсовый автобус из Минска, тоже туда на юг. Ну, там 2 водителя не погибли, но все равно. В общем, белорусы говорят осторожнее, потому что... Да, не ездите, не ездите. Да. Гибнут везде, в России тоже гибнут. У нас вот в Подмосковье погибла позавчера семья там с младенцем. Беспилотник упал прямо на дом, и погиб полугодовалый мальчик. Мать его, там, у нее ноги оторвало, по-моему. Я к чему? Я к тому, что эти же моменты нужно останавливать, а все такие благочестивые только говорят о том, что зуб за зуб, там, кровь за кровь. И от Зеленского, от самого мы слышим только что. Будем отвечать, а Россия тоже будет отвечать. Вот отвечались до того, что 150, уже под 200 АЗС нет на территории Украины. Но все очень радуются, когда в Новороссийске сегодня закрыли свободный доступ к продаже бензина. То есть мы видим, как это вот по спирали, выше Ну, и выше. европейцы, которые льют крокодиловые слезы по этому поводу, очень этим довольны всем. Еще раз говорю, гуны, готы, славяне убивают друг друга, значит, Риму спокойней.
Ш- Принцип один и тот же. Что? Принцип то, что было 1500 лет назад, то и сейчас примерно то же самое, поверьте. Что, исходя из этих принципов, ведь мы видим, как история делает такой интересный кульбит, да? С поляками вроде дружили, сейчас вот опять начали ругаться, причем там на идеологической почве. У нас даже отдельные политики так есть такие. Никита Потураев, он заявил сегодня, говорит, вот Польша, когда предает украинцев, сразу теряет свою государственность. Задумайтесь, учите уроки истории. Поляки говорят, нет, вы учите уроки истории. Ну и начинается. Украинцы и поляки – это исторические враги. В истории украинцы, собственно говоря, возникли как украинцы – это казачество, казацтво. Украинство – это казацтво. Основа украинства – это казацтво. Казаки – это именно те, кто разрушил Речь Посполитую в нескольких войнах. И украинский национализм – это предельно враждебная польскому государственному национальному самосознанию вообще идеология. Бандера, напомню, сидел в 30-е годы за участие в убийстве министра внутренних дел Польши, если мне память не изменяет, в тюрьме. И вообще Коломыц, там и все Медведь и прочие, ну, мягко выражаясь, они с поляками, в общем, не дружили, если не сказать жестче, были просто устраивали геноцид польского населения, особенно ОУН. УПА, на мой взгляд, тогда даже не существовало еще. У УПА была маргинальная организация, а ОУН, а Зеленский недавно перезахоронил останки главного ОУНовца, если правильно ведь, да, я говорю? Да. И как должна это Польша воспринимать? Нет. Вот интересно даже, какие вообще претензии к полякам? Поляки, конечно, тоже не ангелы, там, себе на уме, и армия Краева тоже там много чего делала, понимаете? Но, в общем, системного... Но во время войны, что у поляков не было, поляки действовали с позиции польской государственности. Как ее не считая? Вот они считали, что Западная Украина, там Львив, Тернопиль, да, значит, и Брест, и до Лиды, значит, Беларусь – это Польша. Вот, допустим, сестра моего деда в Западной Белоруссии, она была убита поляками. В 1942 году ее мужа и еще несколько белорусских семей, значит, в Западной Белоруссии, деревня Щербово-Каменецкого района, там убили. Там знают командира этого отряда армии Краевой, который это делал тоже. Но я не оправдываю, так что у меня свои счеты к этому, понимаете, делаю. Но и они были убиты только за то, что были белорусами. Там Западная Беларусь, там такое белорусско-украинское, знаете ли, население, там даже язык такой особенный. Но поляки полагали, что они действуют от имени государства. Армия Краева – это была как бы армия, которая действовала от имени польской государственности, которая временно оккупирована. А украинские националисты, которые действовали, вот эти вот ОУНовцы там и так далее, они действовали от имени кого? Они действовали от имени просто национализма и занимались истреблением, этническими чистками, истреблением польского Ну населения. вот украинцы считают, что россияне сейчас истребляют украинцев. Ну, так рассказывает пропаганда, так это, в принципе, видится и в новостях. На этом играет Зеленский. Очень многие руководители России, в том числе военных структур, это уроженцы Украины. Даже вот тот, кого пытался как убить, Алексеев, он уроженец села Винницкой области, зам руководителя ГУ ГШ РФ. Поэтому вы уж посмотрите, там в Украине, там многие и не украинцы совсем в главе Украины, понимаете. Это да, то, что не украинцы. А у нас очень многие, в том числе во власти, Матвиенко, по-моему, в Шепетовке родилась, если мне память не изменяет, оттуда родом, Валентина Ивановна наша. Многие родом с Украины, поэтому я даже и не знаю. Мединский, по-моему, тоже с Украины, его корни оттуда, если мне тоже память не изменяет. Поэтому... Ну, вы не ответили на вопрос, кто с кем должен договариваться. Получается, Россия, тот и Россия должен и Европа. Получается вот так. Ну, я считаю, такой треугольник будет. Россия, Европа и Украина. Просто России надо туда дополнить четвертого. США был бы идеальным четвертым участником. Потому что США, как говорится, настроены антиевропейски, и США не заинтересованы в таком укреплении Европы. Вообще даже рядом не заинтересованы.
Поэтому Россия и пытается туда затянуть США. А США, они же не гуманитарное общество, чтобы всем помогать, понимаете? Они говорят, да, мы готовы там участвовать, но какая цена? Какая цена? Вы готовы за... Трампу плевать, воюют между собой Россия и Украина, не воюют, да ему все равно, Нет, поверь. подожди, ну а Европа к ноге хозяина? Нет больше никакого хозяина у Европы. Нет. Речи больше об этом не идет. Речь идет о том, что Европа или она станет очень сильной, что для Америки будет представлять угрозу, потому что никакого единства там западного мира сегодня оно есть, а завтра нету, понимаете. Или она не станет сильной, а будет просто большой. Большой, но не сильный, или большой и сильный. Вот Америка не хочет, чтобы Европа стала большой и сильной. Она хочет, чтобы Европа стала большой, но чтобы в ней были внутренние там проблемы, там альтернативы для Германии, там левые, там, не знаю, Ле Пен, Меланшон, ну и так далее. Мне кажется, что... Ну, то есть, это мне не кажется, я уверен, что если кого США и видит своим главным оппонентом и конкурентом стратегическим, то это, конечно, Европа. Потому что всегда Америка возникала как антиевропа. И Америка дважды пришла в Европу в 20 веке после Первой мировой войны, но она как бы тут не задержалась, ее попросили очень быстренько. Несмотря на прекрасные речи Вудро Вильсона о праве нации на самоопределение, ему тут ничего не позволили сделать в Европе, и в итоге Америка даже в Лиге наций не участвовала. Лига наций была чисто британско-французским таким мероприятием. После Второй мировой войны, когда американцы уже высадились тут и уже разбомбили все на свете, конечно, и уже остались, уже создали военные базы, конечно, они тут уже прописались, как казалось, так по-настоящему. Европа уже не рыпалась. А после 91 года, когда они еще и на Балканах прописались, еще Югославию, как говорится, приготовили себе на ужин, да, и там создали свои военные базы. Казалось бы, что американцы тут навсегда. Но европейцы, еще раз говорю, не надо их недооценивать. Европейский Союз – это проект масонского сообщества Великого Востока, который не ухватишь. Вот Урсула фон дер Ляйен, она кто? Она немка? Кто? Да, Она немец? да. Нет, она не немка, она европейка. Она какая-то вот... Я считаю ее выдающимся политиком. Она смешная, у нас там привыкли ее полить грязью. Слушайте, но она выигрывает, она вот движется поступательно, просто как танк такой, медленно. Ну я Так а вижу, что, подождите, а что она выиграла? Что Урсула выиграла? Да, по крайней мере, внутри Европы Ну все что, вот ну подождите, гудатеры, вы говорите, давайте... Орбана, вы они убрали видите, Орбана. подождите, ну Хорошо, они контролируют выделение финансов. Пришел Раньше для Мадяр, выделения денег который Украине, хуже раньше... Орбана, потому что Раньше он моложе кто? и дерще, Мадяр. Потому что, да, он сказал, не, Мадьяр ребята, просто... Нет, не хуже Орбана. вы слышали его речь про Урсулу? Мадяра. Орбан был американским ставленником. Орбан был партнером Трампа. Это американское. А Мадьяр – ставленник католической церкви. Мадьяр – выпускник юридического факультета католического университета в Будапеште. Это разное. Католическая церковь – это оппонент Великого Востока. Но это европейская сила. Католическая церковь, Ватикан находится на территории Европы. Орбан, его папочка, сидел в Вашингтоне, условно говоря, понимаете? А Мадьяра сидит в Ватикане. И это все равно внутриевропейские дела. Европа состоит из 3 центров влияния. Это на плоскости, вот то, что создает управленческую бюрократию, это Великий Восток, это Франция. То, что работает с душами и сознанием элиты, понимаете, это традиционалистский клуб в Лондоне, король Карл, то все хотят как бы выпить чай с королем, грубо говоря. Понимаете, почему это так важно, никто объяснить не может. Ну, понятно, потому что это как бы вот как бы тебя делают там. Вот Абрамовичу, когда позволили купить Челси, Роман Аркадьевич прям светился весь от счастья. Понимаете, а Челси – это королевский клуб. Значит, Да. допустили как бы в приемную туда к самому как бы принцу Чарльзу. Это не просто, а это ого-го, как было важно. А всего-навсего ему позволили потратить огромные деньги, которые он потерял по итогу. И третье – это католическая церковь, которая работает в
которые не контролируют всю Европу, разумеется, католическая церковь, потому что там протестантские страны и так далее. Но в целом Польша, Венгрия, Италия, Южная Европа, Средиземноморье, во Франции очень сильные позиции. Германия, предпоследний был немец. Католическая церковь – это старый, древний даже центр политический, который претендует на власть в Европе и всегда оппонирует тому, что так или иначе носит контуры имперства. И неважно, это Фридрих II Гогенштауфен, там, который сидит на Сицилии, в Палермо, либо это либералы, там, Урсула фон дер Ляйен. Это совокупность бюрократов Европейского Союза, это такая же имперская идея политическая, да, контроля, которая также оппонирует власти пап и идеям папистов о том, что как бы вся Европа – это их духовное чадо, даже там лютеране, протестанты и даже пидорасы, которые давно уже там забыли про Христа, это все равно их овцы, которые как бы вот вышли из ограды церкви. Сегодня очень интересный момент был, когда И Италия... это Мадьяр, Мадьяр представляет собой католическую церковь. Это очевидно. Он разорвал Урсулу. Он сказал: ты кто такая? Кто тебя выбирал? Пошла вон отсюда. У меня я мадьяр, у меня венгры. Это было совсем несколько дней назад. Перехватывает просто потому, что они очень боятся. Орбан ведь эту партию патриотов в Европарламенте активно создает. И для того, чтобы забыли про Орбана, нужен Мадьяр, понимаете? Да. У меня вопрос. А с кем России проще договориться? Россия – это же тоже Европа? Или уже нет? В Европе с Ватиканом. Ватикан будет договариваться с Россией. Через Ватикан. Сегодня очень интересный момент. Сегодня Италия выступила против санкций Европейского Союза на РПЦ и патриарха Кирилла. То есть конкретно. А все так озартачились: а чего вы? Италия говорит: нет, мы против, нельзя. Италия и Болгария. Потому что Италия там тоже очень силен Великий Восток. И Италия как государство создавалась масонами. Там граф Кавур, Гарибальди. Герцен же описывает, что Гарибальди ему сказал, по-моему, что он там 14 степени масон. Естественно, это было так. И долгое время элиты, которые создавали итальянское государство, включая Савойскую династию, были врагами папы. И, собственно, Ватикан стал малюсеньким. Огромная папская область стала малюсеньким Ватиканом именно тогда. Но с тех пор много воды утекло, и был конкордат, который Муссолини заключил там с папой, о взаимоотношении, латеранский конкордат 26 года, и много чего еще было. И сегодня, конечно, в Италии Ватикан значит очень много для итальянских элит, которые тоже вполне европейские, вполне Великий Восток, такой итальянский вариант, да, но в целом они находятся под очень сильно прислушиваются к Ватикану, потому что это для Италии крайне важно. Угу. Друзья, пожалуйста, пишите свои вопросы в чат трансляции. Еще одну тему, которую я хотел с вами обсудить, это, конечно, начавшиеся похороны аятоллы Хаменеи. Причем они будут длиться несколько дней. У меня самый главный, наверное, вопрос. Уже все посмотрели, все видели эту картинку. Российская делегация, одной из первых прибыла. Медведев возглавил делегацию, попрощались с Хаминеи. У меня вопрос главный. Сейчас похороны пройдут и с открытым забралом да по новой, так что искры летели. Или это знак того, что война закончилась, аятоллу проводили, и дальше все-таки будет этот новый мир на Ближнем Востоке, где-то успешный для Ирана, где-то успешный для Китая, где-то, возможно, даже успешный для США. Но абсолютно конфигурация всем уже понятна, раз эти похороны пышные прошли, и дальше уже можно жить, поживать и добра наживать. Или все-таки эскалация? Сейчас мечутся многие, не могут понять. Там как раз чемпионат мира по футболу и празднование закончится 250-летия Америки. А в Иране похоронят Хаминеи, и тогда можно новый круг. Во-первых, эти похороны,
могли и не быть, потому что вообще по исламу надо хоронить прямо сразу. Да. Значит, эти похороны являются политическим и символическим действием, которые представляют Иран как иной полюс по отношению к Западу. И Иран является лидером сопротивления глобальному Западу. Причем иранцы, они совершенно как бы не... Я исламистов имею в виду, те, кто во главе Ирана. Они не являются какими-то такими прям вот антизападными, там, ненавидят Европу. Так невозможно просто сказать. Они просто настолько уверены в том, что они являются носителями истины религиозного уровня, и вообще рассматривать иранское государство, вот это Вилаят Факих, Исламскую республику, с точки зрения европейских обычных государств абсолютно неправильно, абсолютно невозможно. Вы просто ничего не поймете, не увидите и не суть. Иран – это община, я как раз сегодня в закрытом канале своем детально это разбирал. И Иран, вот эта вот исламская часть Ирана, там есть значительная часть либералов, которые ненавидят это все. Но поверьте, это 20%, не больше. А все остальные – это люди верующие. Они во что они верят? Они верят в то, что Иран, эта вот община шиитская, она как бы незримо живет в ожидании страшного суда, конца света. И сокрытый имам, потомок пророка Мухаммеда, 12-й имам Махди Мухаммед, мальчик такой, значит, 12-летний, он как бы находится от нас на удар сердца. Вот во времени. Мы его не видим, он нас видит. Это такое мистическое существо, которое жив, которое иногда является людям. Я сейчас описываю вещи, которые многим кажутся сказкой, но, поверьте, подавляющее большинство иранцев в это верят и соотносят свою жизнь с этим. Рахбар, который был убит в момент переговорного процесса, это как бы его тот, задача которого готовить вот эту вот общину к моменту страшного суда, когда придет имам Махди и возглавит общину правильных, а это не маленькая община, это там несколько десятков миллионов человек, против армии, которую будет возглавлять Даджал, сын погибели, сын зла. Это исламский вариант антихриста. Ну, нетрудно догадаться, кто у нас претендует на роль сил зла, понимаете? В частности, претендуют те, кто подло убил Касыма Сулеймани, заманив его для переговоров в Ирак, главу, значит, корпуса стражи исламской революции, кто убил Рахбара и его жену, кто убил иранских девочек, кто убил Алила Риджани, госсекретаря Ирана, кто вообще совершал эти ужасные политические Да, вот убийства. сейчас на переговорах, пишет пресса, хотели убить. Ну, Галибафа и... Ну, я в это не верю. Думаете, утка? Ну, просто дело в том, что Трампу это уже как бы неинтересно. Если Трамп это сделает, то сорвутся все его планы. Его Так внутри Америки Нетаньяху просто съедят. интересно. А? Нетаньяху интересно. Ну, Нетаньяху, да. Нетаньяху может быть. Ну, я не думаю, что у него... Где хотели убить Галибафа? На каких переговорах? Ну, смотрите, они должны были в Швейцарии физически подписать, а подписали вот этот меморандум, самый первый, удаленно. И вполне сначала пустили эту версию, а потом немножко докрутили, раскрутили и поняли, что да, хотели. Нет, на территории Европы, в Швейцарии Нетаньяху не будет совершать таких терактов. Это приведет к тому, что он и его банда окажутся полностью вне закона, и все отношения с Израилем и Европейского Союза будут разорваны. На территории Европы Израиль не будет совершать таких деяний. Одно дело – это там где-то какого-то палестинского активиста застрелить, понимаете? А другое дело – это вот убить вот так вот. Вот это на территории Европы. Это им никто не простит, они это делать не будут. А убить на территории Ирана, да, они вполне могут. Они это неоднократно уже пытались сделать, делали. Ну, сейчас, я надеюсь, иранцы уже научены горьким опытом. И уже сейчас по-другому уже как бы относятся к вопросам безопасности. Так будет вторая серия, Максим Леонардович? И со стороны США не будет, нет. Трамп как бы проиграл, потерпел поражение в войне с Ираном. Его в это дело втянули. А дальше договариваться будет Венс. Венс – это католическая церковь. Либо Венс, либо Ньюсом. Вот в 28 году
на выборах США, скорее всего, два католика будут конкурировать между собой. Джей Ди Венс, католик, и Гэвин Ньюсом, демократ, католик. И те хотят с Ираном договориться. И те понимают, что война с Ираном и вот эта проба пера, проба войны в марте показала, что эта война может перерасти в такую эскалацию и нанести такую, Америку втянуть в такой как бы кошмар, да, по сравнению с которым и вьетнамская война покажется сказками, как бы такими, доброй сказкой, если это применимо, конечно, к такому ужасу, каким была вьетнамская война или корейская. В общем, Америка, на самом деле, очень, очень хорошо помнит опыт Кореи и опыт Вьетнама, и опыт Ирака, который был не так давно, которые все начинались тоже с блицкригов, а заканчивались потом тем, что, в общем, и из них непонятно, как были вылезать. Поэтому то, что американцы сейчас это вот сделали, я думаю, что это даже не Трамп принимал решение, а на Трампа оказали просто очень серьезное давление американские, серьезные элиты, серьезные группы политические. Потому что ведь Конгресс ему сейчас запретил вести войну, Трампу-то. Ну, он-то и не вел. Ну, это же страна юристов, Максим Леонидович. Это не война, это не использование против... Это... Ну, это, знаете ли, все вот так вот, да, но многие вещи, они после выборов в Конгресс в ноябре, когда демократы, скорее всего, и антитрамписты получат большинство в обеих палатах, ну, они как бы по-другому будут совершенно смотреться. Уже демократы заявили, что уже готовят как бы полностью документы по импичменту Трампа, они готовы. Я думаю, что Трамп после выборов в Конгресс скажет: я устал, я ухожу там. Ой, я болен, я себя плохо чувствую, ой, пойду к Мелании. Потому что он не будет, естественно, ждать позора, что его лишат президентских постов. А если Трамп уходит, президентом автоматически становится Венс. Венс, который уже с иранцами имеет уже как минимум два контакта личных. Понимаете, первый, это, как говорят, он еще в Пакистане, они обменялись чуть ли не рукопожатиями с Галибафом, Венс. И здесь, значит, вот этот вот мизансцена, который мы все видели, когда там входил Аракчи, Венс там якобы там и так далее. Но Венс, еще раз говорю, помимо, у Венса есть две легитимности. Он делегирован двумя центрами силы. Американским народом, как вице-президент, и католической церковью. Это был последний политик, который принял умирающий папа этот самый, как его, Франческо, да? Ну, Франциск, да. Угу. Франциск, да, папа Франческо. Последний политик, благословленный умирающим папой. Предпоследним, кто посетил папу, был король Карл III. Это была такая манифестация просто планов традиционалистского клуба. Католическая церковь, клерикалы стоят выше аристократов в католическом клубе. Вот католическая церковь выше, чем аристократы. Именно поэтому не папа приехал к королеве Елизавете, а король приехал к умирающему папе. Интересно, кто Зеленский? Клерикал? Зеленский – это инструмент. Зеленский – это инструмент. Зеленский – это актер, инструмент, актер, которого это находка для них, понимаете, находка. Это человек, еще раз говорю, которого эмоционально, которым очень легко манипулировать. У Зеленского вообще не холодный рассудок. Я ничего не сказать, он человек как бы не трусливый, и это очевидно совершенно, да. Но просто это человек, которому просто вот они ему говорят, какой он великий, какой он удивительный, да, и все, и больше ничего не надо. Да, друзья. И он готов вести до конца это все, понимаете? Да, готов отозвать был из Стамбула переговоры, значит, отозвать этого Менгрела, как он там был в Стамбуле, короче. Значит, друзья, вот видите, вот мы так вроде как Максим Шевченко отказался от участия, но мы так вот на это и вышли. В вопросе. Значит, такие итоги получились. Если бы вам предложили деньги ставить на уход в 2026 году из политиков кого-то, то кого? 6% Путин, 7% Трамп, 36% Зеленский, 50% деньги поставили бы, что все в этом году еще останутся. Вот все еще в этом побудут. То есть вот такой у нас
получился сегодня вопрос. Давайте в режиме Блиц пройдемся по вопросам нашей аудитории. Друзья, всех приглашаю на канал Максима Шевченко и на тот канал, который напоминает, это закрытый, да, то есть... Канал «Смысл», да. Да, и абсолютно тоже публично. Ну как подобное, не подобное, свои уникальное. То есть имеется в виду рубрика подобное, в принципе, присутствует с ответами на вопросы, поэтому следите Давайте за Блиц. YouTube-каналом. Блиц. Поехали. Так, значит, начнем с сообщества YouTube отсюда, пока пишите в чат вопросы. Максим Леонардович, скажите, для КПРФ это крайние или последние выборы в Госдуму? И второй, если можно, вопрос к вам, как знатоку Ближнего Востока. Скажите, как вы оцениваете Хамас и новую дроновую войну в Ливане? Спасибо. Всем добра. Такой вопрос. Ну, для КПРФ это не последние выборы. Ну, если вообще выборы еще будут дальше. Потому что если у нас там звучат предложения, что все, кто не голосует за Единую Россию, голосуют за Зеленского. Да. Я не знаю, тогда, может, выборы вообще последние. Я вообще не сторонник выборов вот во время войны в такой ситуации. Я, наоборот, считаю, что выборы – это как бы напрасная трата денег. Но неважно, нет, не последние. Что касается Ближнего Востока, Хамас – это одно из партий, которые защищают права и интересы палестинского народа исторические. То, что Хамас – это исламское движение, так и большинство палестинцев – это и мусульмане. В Хамас входят и православные. Хамас выдвигал в кандидатам, выиграв на выборы там, в 2006 году, когда еще не было войны, Хамас выдвинул в парламент Палестины православного Хасама Аттауи. Специально, сознательно, чтобы как бы, их не обвиняли в исламизме, но их никто не позволяет это делать. Хамас – это партия, самая сильная, представляющая интересы палестинского народа. В палестинском движении много партий: ФАТХ, Хамас, Народный фронт, Демократический фронт, там, Исламский джихад. Название страшное, но по сути это не такая страшная как бы сила. Это вот палестинские партии. Если закончится война, я думаю, что все они станут мирными и, в общем, будут строить палестинское государство. Второй вопрос – дроновая активность. Да, в Ливане. У меня даже не дроновая активность Хизбаллы интересует, а то, как Израиль не заметил 4 лет российско-украинской войны. Понимаете? Когда сейчас на танках Меркаву начинают приваривать там сетки защитные, то, что в наших, как говорится, пространствах было 3 года назад, да, начиналось только. То есть, вот вообще генералы, как правильно говорят, живут прошлыми войнами. То есть, Хизбалла молодец. Их бьют, им после тех страшных ударов, которые Хизбалла получила, вследствие того, операция с пейджерами чего стоит только? Пейджеры, убийство руководителя шейха Насраллы, против которого были применены там десятки бомб, которые были ударены в одно место. Значит, разрушение Бейрута. Никто там не щадил никаких людей, так они хотели его убить. В общем, несмотря на это, Хизбалла не просто там сопротивляется, а наносит Израилю очень серьезные удары. И, в общем... Ну, дело в том, что шииты юга Ливана – это древняя община, которая там существует как минимум с 7 века на юге Ливана. И она живет в этой ситуации перманентной партизанской войны последние примерно 1300 лет. Понимаете, если не больше. Так, и, следующий общем, вопрос, да. И поэтому для них как бы даже переход как бы в такое полупартизанское сопротивление, ну, ничего нового не будет. Они к этому ментально готовились на протяжении столетий. Это не новая структура, не новая партия. Вот Израиль – это новая организация, возникла там в 1948 году. А это старая система. Лучше бы, конечно, чтобы войны не было. Я хочу, чтобы они перестали друг друга убивать, помирились и, в общем, жили тихо, мирно, спокойно, как надо жить на прекрасном Ближнем Востоке. Дай бог, так будет. Петр, зачем вообще нам придумали каких-то омбудсменов, когда были нормальные, понятные, уполномоченные? Ну, это вот такое раболепие. В смысле, слово придумали? Да, раболепие перед вот этими словами. Ну, я не знаю. Запада. Вот Яну Лантратову надо назвать не омбудсмена, а омбудсвумен.
если так правильно по Тоже закону. верно. Да. Ну, я не знаю, зачем вообще эти англицизмы, я их не поклонник совершенно. Спикер, Мгм. понимаете, там парламент, омбудсмен, премьер-министр. Марина интересуется. Максим, Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на что обменяют Крым? Вот такой вопрос. Никто ни на что не обменяет Крым. Не стройте иллюзий. Даже если будут... Я предвижу, что украинская сторона скоро десанты организует в Крым сознательно, но сил не хватит ни у кого, поэтому никто ничего обменивать ни на что не будет. Мгм. Лина Востроилова, Максим Леонардович, смогут ли украинцы, чтобы прекратить войну, начать говорить себе правду? То есть, что война пришла с теми, кто активно стал бороться за Украину на Майданах, и чем больше бороться, тем больше войны и проблем для Украины. Нужно избавиться от этих борцов, значит, и от проблем для Украины. История и политика – это не карточная колода, которую можно перетасовать и пересдать легко, понимаете? Есть вещи, есть цепь событий, которые необратимы. И главное в этой цепи – это кровь, человеческие жертвы. Слишком большие жертвы уже принесены на алтарь раздела бывшего советского. Я эту войну воспринимаю, я же сказал как, это раздел советского наследия. Вот была война за испанское наследство, а это война за советское наследство. Есть что делить. Даже спустя 30 лет есть огромное богатство, созданное трудом советского народа. Ничего нового практически не создано ни в Украине, ни в России, по большому счету. Это все же старое. Это огромные деньги. Поэтому я думаю, что не все так просто, к сожалению. Так нельзя так, знаете, взять, так закрыть Мгм. глаза, открыть, и чтобы все как бы и исчезло. Виктория, Максим Леонардович, добрый вечер. Вопрос, почему боевые действия и ужасы войны в основном в русскоязычных городах Юго-Востока, а про Запад Украины слышно меньше или практически ничего? Заранее спасибо. Ну почему? Там ракеты прилетали и по Львову, как я помню, и по Луцку, и по Тернополю прилетали ракеты. Даже по Ужгороду, по-моему, прилетало что-то. Ну, потому что на Востоке идет война, потому что война идет на Востоке. Потому что все это началось вообще, честно говоря, вот так все началось с того, как Порошенко объявил антитеррористическую операцию в июне 2014 года. Я прекрасно помню, по-моему, это был 13 июня, если мне память не изменяет. А то вместо переговоров, значит, с Верховным Советом ДНР, с Верховным Советом ЛНР, вместо разговоров их объявили террористами, их объявили ватниками, их объявили, в общем, как бы недочеловеками. Я прекрасно помню это все. Я в Киеве бывал до лета, буквально до... Я занимался там освобождением журналистов Марата Сайченко из, значит, Лайфа, там, и, значит, и второй был, там, тоже не помню, как его звали, Сидякин, по-моему, Антон Сидякин, Марат Сайченко. И, в общем, я помню, как объявляли жителей Донбасса и Луганска такими как бы недочеловеками. Вата даже придумали такую. Вот Колорадо, там Вата, да, да, да. Колорадо, Вата, да, значит, вот прогрессивные живут в Киеве и в Днепропетровске, а там Колорадо и Вата. И потом бы объявили АТО. Вместо того, чтобы с ними договориться, вместо того, чтобы там приехать там и пригласить к себе там в Киев там Александра Захарченко или Плотницкого, говорят, это никто. А, извиняюсь, а в Киеве кто был? Кто-то, что ли? Шоколадный король стал президентом Украины. Законный президент был Янукович. Его же незаконно свергли, по большому счету. Поэтому я-то считаю, что вся эта ужас начался с АТО, когда 30-тысячная группировка украинской армии двинулась против граждан Украины, по большому Ну, счету. подождите, ну Россия-то признала Порошенко, признала все эти выборы, все Это другой признала. вопрос. Это я вообще Ну, против этого. Я вообще не понимаю. Я и тогда был против этого. Я активно выступал против этого. Я вообще считал, что Россия не имела права как бы отказывать Януковичу в праве оставаться президентом Украины. Плохой Янукович или хороший там Янукович, это украинскому народу решать. Его надо было просто переизбрать, и все. Он Трампа тоже многие ненавидят в Америке, понимаете? Сейчас начнут Трампа свергать, это же
никто не поддержит, поэтому просто Украину превратили вот в арену войны гражданской. Майдан, значит, вот это вот вся эта пальба на Майдане, потом, понимаете, АТО, пошло-поехало, Стрелков, АТО, манипулятивный акт это все. Как будто ее раскачивали. Украина-то не хотела воевать сама по себе. Но если уж Порошенко был президентом, объявлять АТО – это совершать преступление против граждан Украины. Я считаю, что АТО Порошенко – это и было подлинное начало большой войны, которая сегодня вот пришла к тому, к чему мы имеем. Поэтому если ты президент, регионы, и ты как бы ощущаешь себя президентом, приедь в Донецк, приедь в Луганск. Чего Порошенко туда-то не приехал? Да все ждали, что Зеленский приедет. Ну, вот да, тоже он же шел к власти под лозунгом «Я остановлю войну». Да, я приеду. И была реально там, ну, люди, да, инсайды говорили там о том, что в команде реально обсуждали приехать в Донецк вот тогда, в 19 году. Когда-нибудь мы точно узнаем, как совершалось преступление под названием «современная война», как она планировалась, задумывалась и осуществлялась, понимаете? Здравствуйте, Александр, уважаемый Максим Леонардович. Давайте уже заканчивать, Саша, уже надо. Давайте пару вопросов еще из чата. Да, вот да. это чат. Скажите ваше мнение, что ждет Россию в ближайшее время в связи с проблемами экономическими? Какое-то вот такое видение или прогноз просят люди. В ближайшее время проблемы будут преодолены. То есть хуже не будет? Не недооцените, ну, будет хуже, наверное, но не недооценивайте потенциал огромной страны. И эффектные взрывы НПЗ, как говорится, на самом деле, ну, осложняют жизнь, но в целом ее не, в общем, не превращают во что-то иное. Ой, так любят зрители дискутировать. А что это тогда Азаров и Янукович сбежали, спасая свою шкуру, бросили? Это другой вопрос. Я считаю, Янукович не имел права убегать. Я считаю, Янукович должен был приехать в любой город Украины, где он мог бы... Если у него в Киеве не было мест, значит, надо было в Харьков приезжать или в Донбасс приезжать, понимаете? И сказать, я президент Украины, взять булаву. Как он присягу приносил? С булавой и на Конституции. Там Библия была у него второй, не помню. Сказать, я как президент Украины обращаюсь к вооруженным, к сбройным силам Украины с призывом как бы встать на мою сторону. Но он же это не сказал. Конечно, это тоже, как говорится, вопрос. Когда-нибудь мы узнаем, почему он это не сказал. Он нам так до сих пор и не открыл правду, почему не исполнил свой долг. Он же клялся защищать народ Украины, клялся. Он не исполнил свой долг. Это именно был тот шанс, мятеж, значит, на Майдане. Это именно был тот момент, когда он должен был исполнить свой долг, как президент Украины. А он позорно сбежал. Да, друзья, всем большое спасибо. А Азаров-то что? Азаров премьер-министр. Понимаете, Азаров за экономику отвечал, а не за вооруженные силы. Вооруженные силы... Да не было полномочий таких. Он даже не спикер Рады, там, если бы спикер Рады как-то потом... Ну, в общем, там же в Раде был переворот тогда, действительно. Друзья, всем большое спасибо. Да, в Раде был переворот. Я помню, как избивали депутатов из партии регионов. Понимаете? Прекрасно это помню. Мусорная люстрация, бросали в мусорные баки. Ну, это же, понимаете, это все вот то начало, о котором все уже забыли. Ну, наверное, это и логично, потому что сейчас-то ужасы страшнее. Ну, сейчас гибнут люди, умирают, погибают. Поэтому в любом случае это все надо заканчивать и останавливать. Но, как это, без первопричин, ну, в общем-то, без понимания этого не получится. Максим Шевченко был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. До свидания. Друзья,